Привет! В этом путешествии я буду совмещать три цели. Первая цель – это само путешествие или само приключение. Я собираюсь прилететь в Нью-Йорк 1 июля, взять мотоцикл, купить его или взять опять же в аренду и проехаться по всей Америке. Вторая часть или вторая цель этого путешествия или проекта – это бизнес. Я собираюсь в течение всего этого путешествия искать партнеров для продвижения Mixbag в Соединенных Штатах Америки. И третья часть – это некое исследование вот именно этого вопроса, каким образом совместить две несовместимые вещи, каким образом совместить творчество или любимую свою деятельность с зарабатыванием денег. С мотоциклом пока все плохо. Купить мотоцикл в Штатах украинцу невозможно. Взять в аренду можно, но это очень дорого. Есть варианты, будем думать. Yes. No? Сейчас я опять еду в Бруклин уже третий раз сегодня за сегодняшний день. И надеюсь, что я его найду, я найду этот выход. Алена, спасибо. Ну что, пока у нас ничего другого не получается. Пока Крис дает те же цены. About to drop this right now for you, the original Sun Toucher. Letting you know what's up. It goes like this. SV, urban, organic, mic mechanic, superhuman MC. Очередное представление Mixbag, очередные вопросы и очередное напутствие работы на американском рынке. Дальше ему путь лежит к Крису в Бруклин. С Нью-Джерси отправляясь на пароме в Манхэттен. Дальше на метро. Гармония бетона и естественного рельефа. Мы разговаривали где-то часа полтора о цене. Ну, в принципе, мы договорились. И все, старт у меня 11 числа. 11 числа я стартую, и у меня есть 32 дня на все путешествие. Вот, так что все, мотоцикл у меня есть. Такой Манхэттен. С одной стороны лес, озеро и утки, а с другой стороны высотные здания. Бетон кругом. Don't buy it when it's clear this time you've found the one. You never let him go, 'cause you know. Сегодня 11 июля, я сейчас стартую от Криса. Я еду на этом мотоцикле. Это у нас Jest 650. Еле-еле загрузил все вещи. Вот. Сейчас стартую сразу и иду вдоль береговой линии на юг во Флориду. Поехали! Hello. Good to see you. Nice to see you too. This is Justine. I'm Alex. Yes. We should go to the bank
first to open an account, and then we'll go to the store, the grocery store. And then we'll come back here. Пытаемся открыть мне счет. Это достаточно просто в Америке сделать, потому что, в принципе, мне нужно единственное, что это мой паспорт и водительские права. Заходим. Опять микс. Бродим по сетям магазинов и общаемся с менеджером по продаже микс-бэчей в сети. Удивительно, но люди открыто идут на контакт, дают телефоны менеджеров, принимающих решения, советуют, как лучше поступить. Для полного перемешивания деятельности беру у Джона интервью о его понимании их жизни. А что из этого получилось? Смотрите в специальном выпуске. Очень много дел еще нужно сделать, правда, у Джона. Сейчас он уже собирается на работу. И я тоже спешу. Вот. Я здесь провел 3 чудесных дня в охрененной классной атмосфере, дружеской. Так что я очень благодарен этой семье за то, что там в какой-то степени я узнал американский образ жизни через них. Maybe now I go to Miami. Ну чё, все, я поехал. Вот они стоят и думают, где же я есть такой? Где же я такой есть? Снимай! Снимай! Это знаешь, это... Привет! Мы с тобой еще скажи мне! Действительно, а нахер нам много. Учитывая, что утром мы еще на мотоке будем кататься. Да. Ну, на моцике. То что? То нам хватит. То нам хватит. Значит, не будем пива брать. Да. Я бы пару баночек, конечно, взял бы. Макс принес последние 2 банки, блин. Последние 2 банки Хайнекена, да? Мы как нормальные америкосы выдули сколько? 5 литров. 5 литров Сейчас пива. мы посмотрим, сколько мы выдали. Ну. Нет, тут тут мало Тут вообще. мало. Понты какие. Ой, зато... О, нихера себе! Это Флорида. Это Флорида, настоящая Флорида. Ты не космонавт, я не моряк. На улице холодина и охрененный дождяра. Я почти доехал до Нового Орлеана, но еще почти не доехал. Сейчас заехал в очередной Макдональдс переждать дождь. Уже льет в течение 2 часов, причем такой жесткий, крупный, и небо затянуло полностью облаками. Вот я нахожусь около океана самого, так что пока весь океан сюда не перельется на землю, блин, он, наверное, не прекратится. Вот такой дождяра идет. Казалось бы, какая-то шина. На самом деле до сих пор не могу найти. Вот уже в течение 3 часов ищу
мастерскую для починки шины. Сейчас в магазине и мне чинят колесо. Даже не чинят, просто бортируют. А я уже буду делать камеру. И стоит бортировка колеса 107 баксов. Круто. Это Америка. Это вам не Индия. Целый день сегодня ремонтировал, в 6 часов вечера только выехал на дорогу опять. Еду дальше, уже теперь в Хьюстон. Я не встречаю. Hello. О, привет. Как дела? Хорошо, да. Бил 7 лет назад. Решил заняться триатлоном. И сейчас он Ironman. Первый раз в жизни я буду смотреть 4-часовую игру в бейсбол на настоящем стадионе. Это очень круто, короче. Блин, я радуюсь как мальчишка вообще. Ну посмотрим, что это будет. Называется истинная американская игра. Почему? Потому что, наверное, 40% американцев сейчас не смотрят за игрой, а кушают, там, едят и так далее. It's cool for fight. Ага. Texas beer. Это конец. Это конец. Короче, к 4-му часу мы устали от этого бейсбола, потому что счет 8-2. Цинциннати гости выиграли. Ну а что тут делать остается? Ну идем пиво пить, Ну это бейсбол, да. Сейчас я нахожусь где-то посредине Техаса, между Хьюстоном и Эль-Пасо. Завтра Аризона. Завтра Аризона. Если доеду, конечно. Окей. Неожиданно для меня дорога закончилась, блин. Она просто закрыта. Так что, скорее всего, буду сейчас возвращаться. Вот, блин, весело, конечно. Я наконец-то понял, почему я не останавливаюсь, вернее, не хочу останавливаться в мотелях в Америке. Когда ты останавливаешься на природе, на живой территории, намного, ты чувствуешь уединение. А когда ты останавливаешься в мотеле, ты чувствуешь одиночество. Это большая разница. Завтра, я надеюсь, я буду уже на Большом каньоне. Я не представляю, но сейчас все интереснее и интереснее становится природа. Класс. Вот, по-моему, впереди меня Гранд Каньон. Такие виды уже, конечно, прикольные. Но сейчас посмотрим. У меня такое ощущение, что мне дежавю, потому что вот такое же точно вдохновение, такое же точно эмоции я испытывал, когда был на Байкале. Но здесь, конечно, немного более глобальнее все. Такое ощущение, во всяком случае. Нереально красиво, конечно. Это Большой каньон. И сюда я наконец-то добрался. Сегодня еще здесь погода, уже буду дальше стартовать. И впереди у меня озеро Бонневиль.
самое скоростное озеро в мире. Я еду сейчас по озеру Бонневиль, спидвею так называемому. Наконец-то я добрался. Кругом белая соль. Поехав после спидвея на ближайшую заправку, неожиданно встречаю украинца Диму со спутницей на мотоцикле BMW, приехавшего, как и я, из Нью-Йорка. Недолго думая, я поехал с ребятами погонять по озеру по второму разу. Сейчас я нахожусь где-то в прерии. То, как я ехал по навигатору, дорога закончилась. Вот есть, в принципе, какая-то сейчас накатанная дорога, но я не знаю, куда она ведет. Но я просто... Дело в том, что я на эту дорогу никак не могу попасть, потому что она загорожена колючей проволокой. Так что придется возвращаться, наверное, и ехать на асфальт. Ну что ж, я прорвался. Я просто снял проволоки вокруг ворот и, блин, прорвался дальше. Проезжая по таким дорогам, абсолютно не нужны никакие национальные парки. Тут такая красотища. Просто это еще не попсовое, не раскрученное место. Я заметил, что в каждом путешествии, где-то пройдя 3/4 пути, наступает состояние пустоты. Основные целевые точки остались позади. Единственная, последняя цель – доехать до финиша. Пустота, мысли о смысле путешествия, вообще мысли о том, что делать дальше. Все-таки и здесь должна быть гармония между целями и процессом. Когда же остается что-то одно, пропадает счастье путешествовать. Сейчас я нахожусь где-то около в 100 милях от Чикаго, и у меня уже намечены достаточно много встреч. И сейчас я начинаю ускоряться. Меня гостеприимно приняли два украинца, Влад и Ваня. Ребята работают дальнобойщиками. Я опять окунулся в круговорот цивилизованной городской жизни. Чикаго какой-то очень волшебный. Зашли в Hard Rock кафе с очень американской атмосферой. Тут официанты прыгают через бар, подходят очень неформально подходят к посетителям. Почему раньше вы не получили эти стаканы? Вы же живете здесь сколько? Потому что мы в первый раз сюда пришли. А почему пришли первый раз? Потому что к нам приехал гость из Украины. Отлично. Спасибо. Спасибо за стаканы. Я понял. Keep telling myself, I keep telling myself, not the death toll, but you got me
Ну что ж, настал момент попробовать проехать в американской фуре. Так что попробуем проехать. Виксбек Чикаго. Нормально получилось? Конечно. Ну что, поехали. Как страшно. Все-таки один раз в жизни стоит сходить в парк развлечений для того, чтобы потешить своего внутреннего пацана. По сути, вот Ниагарский водопад находится прямо около города. Ну, вот так себе. На четверочку. Иду с Ниагарой по Пенсильвании. Я сейчас еду к другу Димона, с которым я познакомился в Бонневилле. Вот он, мужской детский сад. Все со своими игрушками. Димон приехал. Вот сейчас они будут гонять все. Ну и я попробую, конечно же. Готовка к заезду. Ну что там с мотоциклом? Получается вот? Сейчас Получится. Ну, смотри, как Джо оделся. Надо обязательно. Я сейчас сижу у Криса. Последние приготовления перед тем, как отдать свой мотоцикл. Я прошел на нем 8000 миль, 32 дня, пролесил по Америке. Остается последние дела, связанные с миксбэгом, всякие встречи там. И все. И прощай, Америка. Я провожу переговоры с Джерри по миксбэгу. Теперь он представитель бренда Mixbag в Америке. Давай попробуем. Yeah? It's cool, yeah. That's right. All right. Давай попробуем. All right, Alex. Все. Yeah, see you. 15 августа, Нью-Йорк, 2 часа дня. Это последний день мой нахождения в Америке. Я прошел это путешествие. Интереснее, чем Европа. До свидания, Америка. До свидания, Нью-Йорк. И здравствуй, новые проекты. Счастливо, увидимся. По скриптум. Кроме самого путешествия, естественно, я сюда ехал еще для того, чтобы понять и почувствовать, что такое совмещение бизнеса и путешествия самого. Во всяком случае, я нашел представителя, я нашел нескольких людей, которые будут официальными партнерами продвижения Астунги в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, в Америке. И по скриптам номер 2. Американцы очень классные люди. Switches. Pretty funny. А ты говоришь, блин, Марк 3. Это нахер нужно? Это дорога в Неваде. Ни одной машины нет. Вот она. Тоже будешь пить? Сейчас, подождите, стоит 2 секунды. Это пианино играет само, блин. Ну, вот зачем?
Ого, блядь, поменял на свою голову, блин, тут придурок. Попробую забраться вот туда вот. How you feel? Okay.